Урюк– солнечный эликсир здоровья в аюрведической практике. С точки зрения аюрведы, абрикос– это плод, наполненный энергией солнца. Поскольку период его свежести недолг, урюк становится бесценным источником праны в холодное время года. Это не просто сладость, а настоящая росайна, омолаживающее средство, доступное каждому. Почему именно урюк? В отличие от кураги, урюк высушивается целиком с косточкой. На Востоке косточку называют сердцем плода. Сохранение целостности позволяет удержать внутри всю жизненную силу и соки, защищая мякоть от окисления и потери ценных микроэлементов. Самый благостный и чистый продукт– это тот, который созрел и высох прямо на ветках дерева под лучами солнца. Такой метод, традиционный для Узбекистана, превращает плод в витаминную бомбу. В аюрведической традиции выделяют два основных типа естественной сушки. Солнечный наполняет плод активной огненной энергией, теневой, более мягкий, сохраняющий тонкую структуру плода. Как отличить живой продукт от мертвого? Аюрведа учит нас видеть суть вещей, а не их внешнюю оболочку. Правильный урюк – сухой, сморщенный, бурого или темно-коричневого цвета. Он может выглядеть неприглядно, но в нем сохранена природная чистота. Химический урюк – яркий, блестящий, обработанный диоксидом серы. Такой продукт считается томасичным, невежественным, так как консерванты разрушают прану и засоряют организм токсинами амой. Урюк отлично балансирует вата-дошу благодаря своей сладости и питательности. Его можно использовать как самостоятельный перекус и добавлять в утренние каши или варить из него согревающие сатвичные напитки. Абрикос зародился в землях Древнего Востока, впитав энергию гор и солнца Азии. Древние мудрецы понимали, что свежий плод мимолетен, и научились консервировать его энергию через сушку. В XVII веке эта солнечная ягода добралась и до северных широт, украсив сады Санкт-Петербурга, но своей истинной силы она достигает в диких условиях. Самым ценным в аюрведической практике считается горный урюк. Его глубокий темно-бурый цвет, шоколадный оттенок, говорит о накопленной земной силе. Сбор плодов с некультурированных деревьев на Пальмире гарантирует отсутствие томасичного влияния химии и удобрений. Высокое содержание калия делает его лекарством для сердца, питая отжиг, жизненную энергию. Даже скромная дичка обладает огромным потенциалом, так как выросла без вмешательства человека в полной гармонии с природой. В чем разница урюк и курага? В аюрведе форма и целостность имеют значение. Урюк– это саттва, чистота. Плод сушится целиком, сохраняя сердце, косточку. Энергетический контур плода не нарушен, прана запечатана внутри. Это лучший выбор для баланса вата-доши. Курага– это разделенный плод. Когда мы разрезаем абрикос, его связь с первоэлементом эфира меняется. Он быстрее теряет влагу и жизненные токи. Для 1 килограмма кураги требуется 4 килограмма плодов. Это очень концентрированный продукт, который нужно употреблять осознанно. Важно, выбирайте некрасивый жесткий урюк. Его темный цвет – знак того, что он не осквернен диоксидом серы и сохранил свою природную благость. Тонкие отличия энергии плода кайса. Это плод, лишенный своего сердца, косточки. Еще до сушки. Хотя она сохраняет форму, ее энергетический канал уже разомкнут. Жители Востока не зря превозносят именно урюк. Только плод, высохший на дереве вместе с косточкой, считается живым. Он впитал прану солнца в полной мере. Осторожно, мертвая красота кураги. Яркая, блестящая курага – это продукт тамаса, невежества и разрушения. Диоксид серы, придающий ей товарный вид, блокирует естественную энергию плода и создает нагрузку на печень. Урюк же – это честный сатвичный продукт. Да, он требует терпения, его нужно замочить, чтобы пробудить энергию воды. Но результат – глубокий вкус и чистое здоровье. Ядра косточки – скрытая сила. Не выбрасывайте косточки урюка.
Внутри скрыто ядро, богатое полезными жирами и редкими витаминами. Это концентрат земной энергии, который укрепляет иммунитет и дает силы. Урюк самый сладкий и огненный. Лучше для укрепления зрения и отжиса. Курага более мягкая, но часто загрязнена обработкой, содержит меньше витаминов из-за разрезания оболочки. Кайсай. Терпкий вкус балансирует капху за счет меньшей сладости по сравнению с урюком. Главная ценность качественного урюка в его неизменности. При правильной сушке он сохраняет почти 100% минерального состава свежего абрикоса, являясь природным лекарством для вашего сердца и души. В аюрведе считается, что процесс высушивания под солнцем не уменьшает, а концентрирует качество продукта. Урюк уникален тем, что сохраняет всю полноту праны свежего плода. Это происходит потому, что тело фрукта не было подвержено ножом. Баланс элементов в 100 граммах продукта. Земля и вода, белки 5 граммов, помогают строить ткани организма, дхату. Эфир и воздух, углеводы 51 грамм, дают легкость и движение уму. Огонь 240 килокалорий, мягко согревает агни, огонь пищеварения. Жиров в урюке практически нет, всего 0,3 грамма, что делает его легким для усвоения, если предварительно вернуть ему влагу через замачивание. Помните, выбирая урюк, вы выбираете целостный продукт, созданный самой природой для поддержания вашего внутреннего равновесия. В аюрведической традиции урюк ценится за его способность быстро возвращать жизненные силы и восстанавливать ткани организма. Урюк содержит в себе все необходимые для гармонии. Пектины и клетчатка мягко очищают организм от токсинов. Дубильные вещества и органические кислоты разжижают агни, огонь пищеварения, не перегревая его. Ненасыщенные жирные кислоты питают нервную систему. Целебные свойства солнечного плода для сердца, анахата чакра. Высокое содержание калия питает физическое сердце, делая его крепким и выносливым. Это сатвичный энергетик, который повышает работоспособность и возвращает ясность уму. Если вы чувствуете упадок сил, урюк – лучший способ восстановить отжиз. Плод благотворно влияет на мочевыделительную систему. Его способность увеличивать диурез помогает телу избавиться от застойных явлений и отеков, освобождая пути для движения энергии. Чтобы витамины А и Е усвоились максимально эффективно, сочетайте урюк с небольшим количеством топленого масла кхи. Это усилит его питательные свойства для всех тканей тела. Урюк – благостный продукт, но неправильное его использование может привести к накоплению токсинов амы и дисбалансу доши. Кому стоит соблюдать осторожность? Людям с выраженным дисбалансом капхи или нарушением в работе печени и поджелудочной железы. При наличии аллергических реакций. Золотые правила употребления. Умеренность. Избыток урюка вызывает возмущение вата-доши в кишечнике. Температурный режим. Аюрведа строго запрещает сочетать сушеный абрикос с холодной водой. Это тушит огонь пищеварения и ведет к несварению. Чтобы сохранить прану и витамины, компот лучше не кипятить долго. Правильный способ. Тщательно промойте плоды. Залейте их горячей водой и доведите до кипения. Сразу снимайте с огня. Дайте настояться несколько часов. Такой настой будет максимально насыщен микроэлементами и мягко очистит мочевыделительную систему. Как выбрать идеальный урюк? Цвет. Тусклый, темно-бурый, коричневый. Ярко-оранжевый цвет – это признак диоксида серы. Текстура сморщенная, довольно твердая. Мягко часто достигается обработкой жирами или глицерином.
Целостность только с косточкой внутри в ней залог сохранения витамина. Перед употреблением всегда замачивайте плоды на 20-30 минут, чтобы смыть пыль и разбудить плод. В аюрведе процесс приготовления пищи также важен, как и сам продукт. Чтобы урюк отдал свою солнечную силу, его нужно правильно пробудить. Лучший способ – это долгое томление в воде без огня. Промойте плоды и залейте их чистой водой на 15 часов. За это время вода структурируется, а плод возвращается к своему первоначальному живому состоянию. Жидкость становится целебным эликсиром, который утоляет жажду на клеточном уровне и выводит аму. Мякоть становится мягкой и легко усваивается, не перегружая агни. В холодный сезон – время ваты. Этот настой согревает изнутри и наполняет тело микроэлементами, укрепляя уджас. Это прекрасное мягкое средство для поддержания регулярного очищения организма. Важное правило – старайтесь употреблять урюк до полудня, когда огонь пищеварения находится в фазе роста. Если вы используете его для выпечки или десертов, обязательно предварительно замочите его, чтобы оживить плод и сделать его более благостным. Аюрведа учит нас, истинная польза скрыта внутри. Невзрачный сухой и морщинистый урюк – это самый чистый, сатвичный продукт, сохранивший прану. Признаки живого плода. Естественный коричневый или тускло-желтый цвет. Вкус, натуральная сладость. Если плод приторный, его лишили естественности, вымочив в сахаре. Запах, тонкий аромат сушеного на солнце фрукта. Как сохранить благость? Урюк боится двух вещей. Избыточного тепла, который разжигает огни и ведет к гниению, и влаги. Нужно темное и сухое место вдали от плиты и солнечных лучей. Избегайте полиэтилена. Он убивает энергию плода. Тканевые мешочки тоже коварны. Они легко впитывают влагу из воздуха. Лучший выбор – глиняные горшочки или стеклянная посуда. Так вы сохраните чистоту и прану урюка на долгие месяцы. В аюрведе считается, что продукт сохраняет свою благость только в правильной среде. А плесень и гниль – это крайняя форма тамаса, которая разрушает здоровье. Как лучше хранить этот солнечный дар? Подписывайте даты на баночках. Используйте дышащие материалы: дерево, картон для короткого срока или стекло для долгого. Холод сохраняет прану плода. Раз в неделю проверяйте емкость. Конденсат – враг урюка. Если один плод испортился, немедленно удалите его. Остальные переложите в холод. Сатвичный рецепт. Конфеты – энергия жизни. Этот десерт балансирует все души и дает чистую энергию без сахарных качелей. Ингредиенты: по полстакана урюка, фиников и кешью, 1 столовая ложка кэроба, немного кокосовой стружки, кардамон и корица. Замочите урюк на ночь, удалите косточки, измельчите все в блендере с пряностями. Скатайте шарики и обваляйте в кокосовой стружке. Абрикос здоровье принес. Это не просто поговорка, а жизненный принцип. Пользуясь урюком круглый год, вы поддерживаете свой внутренний огонь, иммунитет даже в самые холодные дни. Друзья, если вы хотите больше узнавать о других продуктах питания и влиянии этих продуктов на душу, согласно аюрведе, напишите в комментариях, что бы вы хотели узнать в следующем видео.